Вы когда-нибудь замечали одну странную вещь? Есть люди, которые живут в Испании уже 3 года, кто-то 5, а есть кто-то даже 10. Они снимают квартиру, ходят в Меркадона, работают, водят детей в школу, вроде как общаются с соседями. Но до сих пор боятся завязать полноценный диалог на испанском. И что удивительно, почти всегда причина совсем не в языке. За последние годы моего преподавания я заметила одну интересную закономерность. Есть люди, которые начали говорить практически через пару месяцев своего переезда в Испанию. А есть те, кто живет здесь годами и до сих пор, каждый раз мысленно пытаются найти возможность, чтобы перейти на английский, либо воспользоваться переводчиком. И самое интересное, что уровень испанского языка у них отличается совсем не так сильно, как им это кажется. Тогда возникает логичный вопрос. Почему один человек начинает говорить, а другой все время откладывает этот момент? Мне просто не хватает слов. На первый взгляд звучит абсолютно логично. Если мало слов, значит сначала их нужно просто выучить. Но давайте представим одну ситуацию. Вы собираетесь в аптеку. Пока идете по улице, мысленно повторяете фразу, которую хотите сказать. Все кажется понятным. Вы уверены, что справитесь. Заходите внутрь, подходите к окошку. Фармацевт начинает задавать вопросы. И вдруг вы замечаете, что перестали думать о том, что хотели сказать. Теперь вы думаете совсем о другом. А вдруг я сейчас скажу что-то неправильно? А вдруг меня не поймут? Лучше пусть повторит. А может, проще вообще взять и показать переводчик? И в этот момент происходит одна очень важная вещь. Человек уверен, что ему не хватает слов. Хотя на самом деле разговор остановили совсем не слова. Его остановил страх ошибиться. Именно поэтому многие начинают учить все новые слова. Но каждый раз следующий разговор оказывается таким же сложным, как предыдущий. Но даже если человек перестает бояться ошибок, остается еще одна мысль, которая мешает двигаться дальше. Наверняка вы тоже ее слышали. А может быть, даже говорили сами себе. Я же живу в Испании. Язык со временем сам придет. Звучит очень логично. Ведь испанский вокруг вас каждый день. Вы слышите его в магазине, в аптеке, в банке, в школе, на улице, по телевизору. Кажется, что мозг просто обязан все это впитать. Но вот что интересно. Представьте человека, который каждый день проходит мимо спортзала. Он видит, как тренируются другие люди. Слышит музыку, знает, где стоят все тренажеры. Но сам ни разу не заходил внутрь. Станет ли он сильнее от того, что просто проходил мимо? Конечно, нет. С языком происходит очень похожая история. Само присутствие испанского вокруг нас еще не означает, что мозг его действительно изучает. В большинстве случаев он просто решает текущую задачу. Купить хлеб, оплатить покупку, получить посылку, записаться к врачу. И как только задача решена, он просто перестает обращать внимание на язык. Поэтому можно годами жить в Испании и каждый день слышать испанскую речь, но так и не начать по-настоящему ее обрабатывать. И вот здесь происходит то, что, на мой взгляд, меняет все. Большинство людей уверены, что разговор — это результат. Что сначала нужно накопить достаточно слов, выучить грамматику, начать понимать почти все и только потом говорить. Но в реальной жизни, к сожалению, все работает абсолютно наоборот. Именно живой разговор начинает создавать большой словарный запас. Представьте двух людей. Оба знают примерно одинаковое количество слов. Первый говорит себе: «Когда буду уверен, тогда начну разговаривать». Второй понимает, что пока знает не все, но все равно регулярно пытается что-то спросить, что-то объяснить, где-то переспросить. Иногда он ошибается, иногда забывает слова, иногда даже краснеет. И через полгода, как думаете, кто первый начнет говорить? У кого из них будет
намного лучше испанский. Обычно именно второй начинает говорить свободнее. И не потому, что у него талант к языкам, а потому что каждое такое небольшое общение становится для мозга небольшой тренировкой. Именно в разговоре мозг начинает замечать, какие слова действительно нужны каждый день для его жизни, какие конструкции постоянно повторяются, и что можно сказать проще, если забыл нужное слово. То есть разговор — это не награда за знания. Очень часто разговор и есть то место, где эти знания начинают появляться. Есть одна мысль, которая когда-то очень сильно изменила мой взгляд на изучение языков, да и вообще на преподавание в целом. Большинство людей думает, что они тренируют испанский. Но если посмотреть на их день внимательно, оказывается, что очень часто они тренируют совсем другое. Например, нужно позвонить и записаться куда-то. В голове сразу появляется мысль: проще попрошу мужа, ведь он говорит на испанском. И мозг запоминает именно это решение. Нужно объяснить проблему в банке? Лучше открою переводчик. И мозг снова получает один и тот же сигнал. В школе нужно поговорить с учителем ребенка. Наверное, в следующий раз. И ситуация опять происходит без испанского. А если таких моментов за неделю происходит штук 10, то именно их мозг начинает считывать за норму. Получается очень интересная закономерность. Каждый раз, когда мы избегаем разговора на незнакомом для нас языке, мы тоже чему-то учимся. Только вот учимся не испанскому, а привычке обходиться без него. И вот это, мне кажется, одна из самых недооцененных причин, почему время идет, а говорить легче не становится. И есть еще одна вещь, о которой говорят гораздо реже. Многие люди уверены, что у них просто плохая память, что они забывают постоянно испанские слова. Но чаще всего проблема совсем не в памяти, а в том, что мозг не понимает, зачем ему хранить эту информацию. Представьте, вечером вы выучили 20 новых слов, несколько раз их повторяли, даже смогли ответить на упражнение. Кажется, что все запомнилось. Проходит несколько дней. Вы оказываетесь в реальной ситуации. И вдруг вспоминаете, что никак не можете вспомнить именно то слово, которое учили буквально пару дней назад. А оно вот сейчас так прям необходимо. Знакомо? На самом деле мозг устроен очень интересно. Он намного лучше запоминает не то, что вы просто прочитали, а то, что помогло решить реальную задачу. Поэтому фраза, которую вы всего один раз самостоятельно смогли сказать в аптеке, или вопрос, который задали в банке, он часто запоминается намного лучше, чем страница исписанных новых слов из учебника. Именно поэтому многие удивляются. Я столько учу, но в нужный момент, просто вот не могу ничего вспомнить. Хотя мозг просто ждет, когда знания начнут использоваться в жизни. И только тогда начинает считать их действительно важными для вас. И вот к какому выводу я пришла за годы преподавания. Очень часто люди думают, что испанский язык — это отдельная часть жизни, что сначала его нужно выучить и только потом начать жить свободно. Но в Испании все происходит наоборот. Язык не появится у вас в голове перед вашим переездом сюда. Он появляется во время вашего осознанного проживания каждого дня здесь. Во время разговора с врачом, во время покупки в магазине, во время встречи с учителем, во время звонка в банк, во время обычного разговора с соседом. И чем дольше человек отталкивает такие моменты, тем дольше язык остается еще очередным учебным предметом, а не инструментом для жизни. И, наверное, именно поэтому одни начинают говорить уже через несколько месяцев, а другие спустя несколько лет все еще ждут момента, когда наконец почувствуют себя готовыми. Хотя обычно такой момент никогда не наступает. Если вам близки такие темы, если вы живете в Испании или только планируете свой переезд и хотите не просто учить испанский,
а действительно начать пользоваться им в жизни, тогда подписывайтесь. На этом канале мы говорим именно об этом. Я не учу испанскому ради испанского, а показываю, как начать жить на нем в Испании. А на сегодня это все. До скорого в эфире. Hasta pronto.